Государь, выслушайте нас. Ваше Величество, выслушайте нас. Мы просим вас, государь. Пошел вон! Что такое? Говорите, только покороче. Можно и покороче, государь, но это будет трудно. Конечно. Чтобы ответить на некоторые обвинения, придется вертеться вокруг да около. Нет, государь, мы пойдем прямо. Вашему Величеству известна только половина того, что произошло. И беру на себя смелость заявить наименее интересная половина. Да, мы обедали с господином Бюсси. Никто из нас не станет этого отрицать. И славно обедали, черт возьми. Обед был превосходным. Там было одно вино, оно мне показалось восхитительным. Мерзкий немец. Он падок на вино. Я давно это подозревал. Я в этом был уверен. Я его видел раз 20 пьяным. Не в этом суть, государь. Речь действительно идет об очень важном деле. Разумеется. Если жизнь 8 доблестных дворян кажется вашему величеству достойной того, чтобы заняться ею. Что ты хочешь этим сказать? Мы ждем, чтобы король соблаговолил выслушать нас. Хорошо. Я согласен. Говори ты, Келюс. Я уже говорил, государь, что мы вели серьезный разговор, и вот итог нашей беседы. Королевская власть ослабела. Она под угрозой. Она похожа на тех странных богов древности, которые старели, но не умирали. Шли и шли к своему бессмертию дорогой смертельной немощи. Они могли сбросить с себя дряхлость и вернуть молодость только ценой жертвоприношения, когда какой-нибудь самоотверженный фанатик приносил им себя в жертву. Тогда, обновленные этой молодой горячей кровью, они снова становились сильными и могущественными и снова начинали жить. Так и ваша королевская власть, государь. Она подобна этим богам. Она может вернуть себе жизнеспособность только ценой жертвоприношения. Золотые слова, Келюс. Ты можешь смело проповедовать на улицах Парижа. Да, я ставлю тельца против яйца, что ты затмишь даже эту бочку красноречия, именуемую Гран-Фло. Продолжай, Келюс. Ты же видишь, что я тебя слушаю. Государь, вы великий король, но кругозор ваш стал ограниченным.
Дворянство воздвигло перед вами преграды, дальше которых ваш взор ничего не видит. Разве что другие преграды, которые, в свою очередь, ставит перед вами народ. Государь, вы же храбрый человек. Скажите, как бывает на войне, когда один батальон встает, как грозная стена в 30 шагах перед другим батальоном. Трусы оглядываются назад и бегут, а смельчаки нагибают головы и устремляются вперед. Браво, Келюс! Да здравствует король! Да, государь! Да, мы верим, государь! Верим! Мы готовы умереть. Тише вы там! Давай, Келюс, давай. Ты уже сказал много хороших и верных слов. Но далеко не все, что можешь. Продолжай, друг мой. Я продолжу. И скажу его величеству, что для королевской власти настала минута, когда ей необходимо принять одну из тех жертв, о которых я говорил. Перед стеной тех врагов, которые вас окружают, встанут 4, уверенные, что вы их поддержите, государь. О чем ты говоришь, Келюс? Кто эти 4? Я и эти господа. Я и эти господа. Мы приносим себя в жертву, государь. В жертву чему? Вашему спасению. От кого? От ваших врагов. Но это всего лишь раздоры между молодыми людьми. Это заблуждение, государь. Не притворяйтесь, будто вы верите, что Мажерон ненавидит Антраге, Шомбергу мешает Ливаро, да и Пернон завидует Бюсси, а Келюс сердит на Риберака. Нет. Все они молоды, красивы и добры. Друзья и враги, они могли бы любить друг друга, как братья. Да не соперничество вкладывает шпаги в наши руки, а вражда Франции с Анжу. Вражда между правом народным и правом божественным. Мы, как поборники королевской власти, выходим на то ристалище, куда выходят поборники Лиги, и говорим вам: благословите нас, сеньор. Одарите улыбкой тех, кто идет за вас на смерть. Ах, мои храбрецы. Это прекрасный. Прекрасный поступок – это благородное дело. И сегодня я горжусь не тем, что царствую во Франции, а тем, что являюсь вашим другом. Но я лучше кого бы то ни было знаю свои интересы. И поэтому не приму жертвы, которые сулят так много в случае вашей победы. Отдаст меня в руки моих врагов. В случае того, если вы потерпите поражение. Мой государь, солдаты так не рассуждают. Они не могут считаться с возможностью неудачи в делах такого рода. Прости меня, Мажерон. Солдат может действовать вслепую. Но полководец размышляет. Размышляйте. Размышляйте, государь, а нам предоставьте действовать. Ведь мы всего лишь солдаты. К тому же я не знаком с неудачей. Мне всегда везет. Чего нельзя сказать обо мне. Впрочем, ты так еще молод. Государь, добрые слова Вашего Величества лишь удвоят наш пыл. Как вы думаете, в какой день следует нам скрестить шпаги с господами де Бюсси, де Ливаро, д'Антраге и де Рибераком? Никогда. Я вам это решительно запрещаю. Никогда! Вы слышите? Никогда. Простите нас, государь, но слово дано, и мы не можем взять его обратно. Сударь, король освобождает вас от клятв
из слов, говоря «я хочу» или «я не хочу», ибо король всемогущ. Сообщите этим господам, что я пригрозил обрушить на вас всю силу своего гнева, если вы будете с ними драться. А чтобы вы не сомневались в моей решимости, я клянусь отправить вас в изгнание, коли вы... Остановитесь, государь. Если вы можете освободить нас от нашего слова, то вас от вашего может освободить лишь Господь. Поэтому не клянитесь. Если мы навлекли на себя ваш гнев, и этот гнев выльется в изгнание, то мы отправимся в это изгнание с радостью. Если эти господа приблизятся к вам даже на расстояние выстрела из аркебузы, я прикажу их бросить в Бастилию, всех четверых. Государь, в тот день, когда Ваше Величество сделает это, мы отправимся босиком и с веревкой на шее к коменданту Бастилии, с тем, чтобы он заключил нас в темницу вместе с этими достойными господами. Я прикажу отрубить им головы. Клянусь смертью Спасителя. И я король! Государь, если это с ними случится, мы перережем себе глотки прямо у подножия их эшафота. Да, мы сделаем это, государь. Что ж, в добрый час. Но если Господь не благословит, дело, которое защищают такие люди, Не безбожничай. Помоги этим молодым людям выполнить свой долг. Назначим день поединка, вместо того, чтобы поучать Всевышнего. Мы просим вас. Государь, мы молим вас об этом. хорошо. Будь по-вашему. Бог справедлив, Он должен даровать вам победу. Но мы ее подготовим разумно и по-христиански. Попастимся вместе. Умертвим нашу плоть. Отпразднуем День святых даров. А на следующее утро... Благодарим, Ваше Величество. Государь, вы великий король. Я пойду помолюсь за вас. Ну что ж, господа, условия поединка уже составлены, теперь известен и день. День после праздника святых даров. Отлично. Да. Превосходно. Слава Богу. Господа, король посоветовал вам поститься. Но я считаю, что для победы полезнее будет хорошая еда, доброе вино и 8-часовой сон. В полном одиночестве. Ну, будьте здоровы, мои львята. Да, господа, не оставляйте короля одного в праздник святых даров. Оставайтесь все в Лувре, как горстка паладинов. Пожалуйста. Герцог Анжуйский! Герцог Анжуйский! Герцог Анжуйский! Господин граф, герцог Анжуйский. Проклятие. Опять он. Сударыня, я прошу вас,
Удалитесь в свою комнату и не выходите оттуда до тех пор, пока этот человек не покинет наш дом. Гертруда, возьмите это. Сударыня, позвольте, я помогу вам. Ваше Высочество, простите, но граф не любит многолюдного общества. Я вас подожду здесь. Как знаешь. Я рад, что придворные новости немного развлекли вас, мой дорогой друг. Да, кстати, а где же госпожа де Монсоро? Монсеньор, она, к сожалению, больна, иначе она бы давно уже пришла засвидетельствовать вам свое почтение. Больна? Да, больна. Бедняжка. Господин граф. Герцог, да? Да, но Монсоро отослал меня. Мне очень жаль, госпожа де Монсоро, но будем надеяться, что ее нездоровье не продлится так долго. Ведь у вас такой умелый лекарь. Да, хотелось бы. Милая Габриэль, я полагаю, наш визит закончен. Я жду, Ваше Высочество, чтобы сопровождать вас. Ну что ж, любезный граф, я очень сожалею, что мне не удалось повидать госпожу де Монсоро. Прощай, счастье мое. До вечера. До вечера. И еще раз прошу вас, простите меня за то, что не смогу вас проводить должным образом. Примите мое искреннее сочувствие в связи с болезнью вашей супруги. Благодарю вас, монсеньор. Сударыня, ступайте вперед и скажите господину де Бюсси, что мы уезжаем. Прощайте, господин де Монсоро. Ваше Высочество. Вы, видимо, ошиблись. Выход там, внизу. В самом деле, благодарю. Да, кстати, граф, выздоравливаете? Благодарю вас, Ваше Высочество. Я надеюсь, вы мне поможете, сударь? Конечно, с превеликим удовольствием, сударь. Прошу. Благодарю вас. Как прошел визит, сударыня? Визит? По-моему, весьма успешно. Прошу вас. Что с вами? Нет, ничего. Поехали. Сударыня, госпожа Диана, сударыня.
Муж потешается надо мной. И любовник тоже. Что вы сказали? Правду, ваше высочество. Продолжайте. Я надеюсь, вы простите меня, монсеньор, потому что мною движет единственное желание — услужить вашему высочеству. Ой, я тебя прощаю заранее. Я видела в передней женское платье. Видела, как две руки обвелись вокруг ее талии. А так как слух у меня очень тонкий, я слышала звук долгого и нежного поцелуя. Кто был мужчина? Его-то узнала? Я видела только руки, а у перчаток нет лица, мой принц. Разумеется, но можно узнать и перчатки. Действительно. И мне показалось... Что, они тебе знакомы, верно? Но это только предположение. Все равно говори. Так вот, мой принц, мне показалось, что это... Что? Перчатки графа де Бюсси. Кожаные перчатки, расшитые золотом. Мой принц, перчатки из буйволиной кожи, расшитые золотом. Бюсси. Это Бюсси. Конечно. Конечно, это Бюсси. Как я был слеп. Вернее, нет. Я не был слеп. Я просто не мог поверить в такую дерзость. И еще. Кроме звука поцелуя, я услышала... Что? 2 слова, мой принц. Какие? До вечера. Проклятие. Бюсси. Бюсси изменил своему сеньору. Бюсси, повергающий всех в трепет. Безупречный Бюсси. Бюсси, который не хочет, чтобы я стал королем Франции. Арельи! Я желаю возобновить прогулки на улицу Сент-Антуан. И мы отправимся туда сегодня же вечером. Ваше Высочество, я всегда к вашим услугам. Отлично. Она что? Она таки не проснулась. За твое здоровье! Твое здоровье, куманет. Жико, я тебя так люблю. У меня 2 человека, ты и Панур. Ты мне льстишь. За ваше здоровье. Когда монах на веселе, он пьет и пьет без страха. Он пьет за деньги и за так, и дом родной его кабак. Жико, я тебе честно скажу, я так люблю с тобой посидеть за столом. Я так... Жико, подай, Жико, давай споем нашу любимую монархию. Давай, тихо, давай. Отец Гранфло просил не беспокоить его. К нему пришел господин Шико. Господин Шико опять тут. Да. Он пришел разделить ученые труды святого отца и его молитвенные экстазы. Понимаю. Да. Наш отец Гранфло великий человек. Даже столь тонкий политик, как Макиавелли, не смог бы так ловко втереться в доверие к этому хитрому дьяволу, королевскому шуту. Давай еще, брат Шико, у меня такая жажда. Наливаю. Наливай. Когда монах за тебя, брат Шико. За тебя. Я тебя, у меня к тебе, я немножко устал. Я, пожалуй, отдохну. Я немножко отдохну.
что только я тебя люблю, скотина. Мама, мама, а ты ж... Уходи, уходи, я не буду кушать. Мир вашей обители. Господин Шико, как я рад снова видеть вас. Скажите, господин Шико, что решил его величество король? Наш король, как вы знаете, благочестив. Конечно, конечно. Он внял вашей просьбе, мессир Фулон, и согласился провести под сводами вашей обители несколько часов в уединенном размышлении. Я весьма признателен его величеству за честь, которую он оказывает аббатству своим посещением. Весьма признателен. Господин Шико, а его величество король не может передумать? Я позабочусь о том, чтобы он не передумал. Господин Шико, король так к вам прислушивается. Но я надеюсь, вы еще до праздника святых даров побываете у нас. Непременно, непременно. Ну, наконец-то. Господин Арельи, друг мой, я с нетерпением жду вас. Как только я получил вашу записку, я тут же отправился в Лувр. Прошу. Но я подумал, что вряд ли в столь поздний час у вас появится желание музицировать. Поэтому я не взял свою лютню. Вы правы, господин Арельи. Я хотел бы посоветоваться с вами, как с человеком опытным и достаточно осведомленным. Прошу вас. Я, к сожалению, сегодня на службе и не могу покинуть Лувр, иначе я, как обычно, пригласил бы вас к себе. Благодарю. Я вас слушаю. Вы, конечно, знаете, что на следующий день после праздника Дня Святых Даров я дерусь на дуэли с господином де Бюсси. Да, друг мой, я это знаю. Скажу вам более того. Все последние дни господин де Бюсси каждое утро упражняется в фехтовании с гарнистом из гвардии. Да, этот гарнист известен в Париже как самый коварный клинок, как своего рода артист в деле фехтования. Поскольку он много путешествовал, он заимствовал у итальянцев их осторожность, у испанцев их ловкие блестящие финты, у немцев железную хватку пальцами рукояти и искусство контрудара, у поляков их прыжки и внезапные ослабления. Значит, мне конец. Еще бы, черт возьми. Но ведь это безумие. Безумие выходить на поединок с человеком, который без всякого сомнения должен тебя убить. Надо было думать об этом прежде, чем принимать вызов, сударь. Значит, вы все-таки полагаете, что граф де Бюсси убьет меня? Ни минуты не сомневаюсь. Но раз это так, то это уже не дуэль. Это убийство. А если это убийство, то это ведь подлость.
Не так ли? Да, мой друг. Конечно. Арельи, я прекрасно сознаю, что граф де Бюсси друг герцога Анжуйского, и мое обращение к вам... Вы можете не волноваться, друг мой. В последнее время у герцога появились веские основания быть недовольным графом де Бюсси. Ах, вот как. Тогда это убийство можно предотвратить. Предотвратить с помощью... С помощью? Другого убийства. И если он хочет убить меня, то что мне мешает сделать это раньше? Бог мой! Ничто. Я уже об этом подумал. Я сделаю это не собственными руками, конечно же. Я призову на помощь кого-нибудь другого. Но вам это недешево будет стоить. Да, понимаю. Я дам 3000 IQ. 3000 IQ, сударь. Когда ваши головорезы узнают, с кем они должны будут иметь дело, за 3000 IQ вы не наймете и 6 бойцов. То есть этого недостаточно? Да Бюсси убьет 4, прежде чем получит хоть одну царапину. Кстати, вспомните-ка стычку на улице Сент-Антуан, когда он ранил в бедро Шумберга, вас в руку и чуть не прикончил самого Келюса. Я дам 6000 IQ, если вы считаете, что 3 мало. Ну что ж, в этом случае я бы мог вам, пожалуй, подсказать кое-что. Говорите, мой друг, говорите, я вас внимательно слушаю. Но я не знаю, захотите ли вы действовать совместно с другим лицом. Смерть Христова, да я не откажусь ни от чего, что поможет мне избавиться от этой бешеной собаки. Хорошо. Итак, один враг вашего врага безумно ревнует. Вот как? Но у него нет денег. А с вашими 6000 IQ, я убежден, он сможет уладить и свое, и ваше дело одновременно. Хорошо. Но мне следует знать, кто этот человек. Я вам его покажу. Где? Здесь, в Лувре. А, так он дворянин. Разумеется. 6000 IQ, Релии, поступит в ваше распоряжение немедленно. Значит, мы договорились? Окончательно и бесповоротно, мой друг. Она легла. Пойдем. Нам пора.
Спокойно, мой господин. Но, может быть, тебе дали неверные сведения? Да нет, господин граф, этого не может быть. Старший конюх в Лансонском дворце, а мы с ним приятели, сказал мне совершенно точно, что его высочество герцог приказал оседлать к вечеру 2 коней. Разве что он поехал в какое-нибудь другое место. В другое место. Я бы не возражал. Пойдем. Ты говоришь, вот сюда? Да, монсеньор. Отсюда вам будет все хорошо видно и к дому близко. Поджигать? Нет. Подождем. Мы выслеживаем королевскую дичь. А это, как ты знаешь, требует терпения. Мы будем здесь до полуночи. Ваше высочество, тихо. По-моему, мы опоздали, монсеньор. Он уже там. Да, пусть так. Мы не видели, как он вошел в дом. Зато мы увидим, как он выйдет. Ха! Но когда это случится? Когда мы захотим. Каким образом, монсеньор, вы собираетесь это сделать? Все очень просто. Ты постучишь в дверь под предлогом, что пришел осведомиться о здоровье господина де Монсоро. Все любовники боятся шума, и стоит тебе войти в дверь, как он вылезет в окно, а я увижу, как он улепетывает. Ты слышишь, о чем они говорят? Нет, монсеньор, но они приближаются. Ну а что Монсоро? Монсоро, он мой друг. Что он может сказать, черт побери? Я обеспокоен. Да, я пришел осведомиться о его здоровье. Потому что днем мне показалось, что он плохо выглядит. Как нельзя более хитроумно, монсеньор. Разрази меня, Господь. Неужели я это вынесу? О, Боже мой. Неужели я смогу это вынести? Не жить, не бодрствовать, не спать, не даже лечиться спокойно. Только потому, что в развратном мозгу одного принца угнездилось позорное желание владеть женщиной, которую я люблю больше всего на свете. Но нет, монсеньор. Я вам не слуга, безропотно исполняющий любую вашу прихоть. Я граф де Монсоро. И клянусь всеми чертями, я всажу тебе пулю в лоб. Ну что ж, зажигай фитиль. Превосходно, монсеньор. Тогда я пойду. Подожди. Бог мой. Смотрите, монсеньор, смотрите. В чем дело? Вон справа что-то светится.
Да-да-да, я вижу. Там какая-то искорка. Это ведь мушкеты или аркебузы, монсеньор. Они могут выстрелить. Пойдемте, прошу вас. Черт побери, кто может там прятаться? Монсеньор, прошу вас, пойдемте. Мы сейчас сделаем крюк и зайдем с другой стороны. Тогда они поднимут тревогу, и мы увидим, как наш друг выскочит из окна. Кажется, они уходят. Да. Черт возьми, они уходят. Судьба спасла вам жизнь, монсеньор. Но если у меня будет еще один шанс, я его не упущу. Клянусь всеми чертями ада. Пора применить средства, при помощи которого я смогу защитить свою честь. Что вы намерены делать, монсеньор? Идем в дом. Так. Буди конюху, пусть немедленно закладывает карету. Как? Сударь, заложить карету в этот час, да мы поднимем на ноги весь дом. Ну и что с того? Я здесь дома. И могу делать все, что мне заблагорассудится. Ступай. Постойте, монсеньор. Мы все равно не успеем. Дьявол! Ваше Высочество, главный ловчий Франции граф де Монсоро. Господин де Монсоро? Да, это я, Ваше Высочество. Дорогой друг, вы убьете себя. Вы так бледны, что, кажется, вот-вот лишитесь чувств. У меня слишком важные сведения для вас, Ваше Высочество. Позвольте мне сесть. Прошу. Благодарю вас. Говорите, граф. Я вас слушаю. Непременно это сделаю, но надеюсь, не в присутствии слуг. Ваше Высочество, совсем недавно откуда-то вернулись. Это весьма неосторожно со стороны Вашего Высочества. Ходить по городу среди ночи. Но кто вам сказал, что я ходил? Проклятие, монсеньор, на вас сапоги на сапогах, пыль! Господин де Монсоро, разве у вас есть другая должность, помимо должности главного ловчего? Должность соглядатая? Да, монсеньор. В наше время этим занимаются все. Один больше, другой меньше.
Я как все. И что же дает вам эта должность? Знание, монсеньор. Знание того, что происходит. Что же вы хотели мне сообщить? Ваше Высочество, я пришел к вам по поручению одного высокопоставленного лица. Короля? Нет, монсеньор. Герцога де Гиза. Говорите. Господа де Гизы в Париже. Они явились на встречу, которую вы им назначили. Я назначил им встречу? Да, именно так, монсеньор, в тот день, когда вас арестовали. Господа де Гизы не забыли вас. Между прочим, они ничего не сделали для того, чтобы помочь мне бежать. Они не могли этого сделать, потому что сами были в бегах. Но если вы двинулись на Париж... Да, но я не двинулся на Париж. Нет, монсеньор, вы двинулись на Париж, потому что вы в Париже. Я в Париже, как союзник моего брата. Осмелюсь вам заметить, монсеньор, что для господ де Гизов вы больше, чем союзник. Кто же я им? Вы их сообщник. Господа де Гизы сообщили вам причину своего возвращения? Да, монсеньор. Они оказали мне эту честь. Зная меня как доверенное лицо вашего высочества, они поручили мне сообщить их планы. И цель этих планов по-прежнему? Конечно, монсеньор. Сделать вас королем Франции